Всех приветствую на своем канале. И сегодня у нас Linux Mint 22.3 в окружении Cinnamon. Вот так вот он выглядит пока что. Мы его будем настраивать. Отсылка к предыдущему видео. Я перешел на Cinnamon с окружения XFCE без переустановки системы. Вот, поэтому некоторые настройки все-таки у нас остались. То есть это он не совсем из коробки. Но внешний вид, вот он, в принципе, можно сказать, из коробки. Единственное, что у меня здесь осталось от XFCE, от окружения прошлого, это вот у нас KDE Connect. Это как в Apple экосистема, которая у меня еще пока не доработана, но об этом в следующих видео. Но прежде всего, перед тем, как это все делать, нужно первым делом обновить систему пошагово. Сейчас это будем делать. Вводим вот такие команды. Сейчас sudo apt update, sudo apt upgrade. Так, нажимаем Enter, вводим свой пароль. Нажимаем Enter. Идет у нас процесс. Так, готово. Следующий шаг у нас обновляем драйвера. Сейчас тоже на паузу ставлю. Так, вводим вот такую команду. Сейчас наведем. Я надеюсь, видно. Видно. Sudo apt install mint meta codex. Так, нажимаем Enter. Процесс пошел. Все. В принципе, все готово. Ну а дальше начинаем самое интересное. Мы сейчас будем изменять настройку интерфейса. Пока на паузу ставим. Первый шаг у нас. Заходим в меню пуск, так сказать. Параметры системы. Здесь вот у нас смотрим. Зайдем, наверное, сначала в автозагрузочку посмотрим. Итак, что мы можем здесь отключить? Ничего, в принципе, много нету. Вот у нас есть поддержка Support for NVIDIA Prime. Ну, это как бы у кого на Intel ноутбук, не трогаем. У меня на AMD Ryzen Lenovo E15, поэтому я отключаю. Мне это не нужно. Ну, остальное, в принципе, если вы Bluetooth не используете, то можете отключить. Очередь печати тоже, если вы не используете принтер, я использую, поэтому я оставляю. Менеджер обновлений, он не сильно много занимает, отчеты о системе. То есть, если менеджер обновлений, можно, в принципе, отключить, но вы будете пропускать новые там какие-нибудь обновления. Я не хочу это отключать. В принципе, норм. Идем дальше. Дальше идем. Горячие углы. Это очень даже интересная вещь. Вот так мы нажимаем. Ага, не так. Вот так. Активируем, допустим, левый угол. Здесь мы выбираем команду, которую можем назначить. Допустим, показать все окна или показать рабочий стол. Ну, давайте, к примеру, показать рабочий стол. Заводим так вот раз. И у нас показался рабочий стол. То есть курсор наводим. Блин, ну это, конечно, фишка. Фишка. Я нигде такого еще не встречал. Может, где-то есть, но... Так, ну мне пока это как игрушка, но тем не менее. Идем дальше. Дата, время там, в принципе. Тут все понятно, я думаю. Мне ничего такого не надо настраивать. Действия, дисклеты. Это вот интересно тоже. А здесь у нас это как виджеты на Windows 7. Вот это вот интересно. Так, настройка.
у нас есть дисплей запуска, цифровая фоторамка и часы. Давайте зайдем в часы. Так. Честно, только что игрался, не мог понять, как настроить часы, виджет. Оказалось, нужно было сразу плюсик нажать, то бишь внизу вот у нас есть плюсик добавить, чтобы галочка была вот здесь. Теперь уже можно его настроить. Теперь клавиша шестереночки нажимается. А так нажимаю, думаю, ну что такое? Так, цвет текста, размер шрифта, задать свой формат даты. Так, мы его добавили. Теперь давайте посмотрим, как он выглядит. Потому что я... вот они. У нас часики. Я хочу их передвинуть в правую сторону, во-первых. Вот так. И я хотел бы их вообще-то бы аналоговые. Ну ладно. Так. Сейчас спробуем. Получится ли, или другие закачивать придется. Так, формат даты. Размер шрифта по ходу. Вот здесь сейчас посмотрим. Восстановить значение, перезагрузить. Ну, то бишь, в принципе, наверное, другой какой-нибудь придется загрузить. Пока что ладно. Формат даты. Что у нас в формате даты? Ничего. Ладно, окей. Ну, в принципе, понятно. Теперь загрузка. Что у нас здесь? О, у нас загрузка пойдет. Шо? Так, календарь Google у нас есть. Дисковое пространство. Так, о, погода. Загрузить. Хочу погоду. Так, есть. Системный монитор с графиками, отображение системных параметров. Вот мне тоже нужно. Мы берем, загружаем. Так, вот аналоговые часы. Вот, прекрасно. Тоже мы загружаем. Заметки. Ну, ладно, пока, в принципе, на этом. Так, есть общие настройки. Зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Оформление дисклетов наших виджетов. Без украшений, только рамка, рамка и заголовок. Я хочу без украшений. Ширина сетки для привязки дисклета. Вот у нас 25. Потом, если что, посмотрим. Закрепить виджеты в их текущем положении. Но это мы потом сделаем. Сначала посмотрим. Так, настройка. Так, погода. Теперь мы выбираем погоду. Нажимаем плюсик. Вот, он у нас выбрался. Все отлично. Так, системный монитор. Тоже нажимаем плюсик внизу. Так. Что у нас? Фоторамка, часы, аналоговые часы. Сейчас мы выбираем их. Плюсик есть. Так, эти часы мы убираем. Сейчас мы вот так выбрали их. И нажимаем внизу. Вот, да, вроде все видно. Есть минус. Так, теперь переходим. Сейчас это свернем, посмотрим, как это выглядит. Так, все это в одной куче. Так, теперь я перетаскиваю вот сюда. Вот здесь мне нравятся аналоговые часы. Так, процессор. Ниже. Сюда как-то. Так, это у нас погодка. Как ее схватить? Эй. О, так. И вот погодку я хочу вот сюда. Ой, прекрасно. Мне нравится. Но здесь... Так, мы попробуем на самом виджете. О, чтобы не заходить туда, мы сейчас настраивать будем виджет. Тут очень удобно, что еще можно прямо виджет правой кнопочкой или мыши, или на тачпаде. Я вот нажимаю, и у нас выскакивает настроечка. Прекрасно, прекрасно. Так, процессор, системный компонент. Что у нас тут есть? Процессор, память, подкачка. Накопитель, это что у нас? Память. Так, хорошо. Как мы система
исчисление, период обновления. Так, вот сюда зайдем выше. X восстановить значение, перезапустить. Так, так, масштабирование дисклета, возможно, вот это оно и есть. Если вот так, нет, не годится. То есть, ну, в общем, вы поняли. Прекрасная вещь. Я сейчас пока поставлю на паузу. То есть каждый дисклетик этот, нажимаешь на нем правой кнопочкой мыши. Ну, сейчас надо, правда, закрыть вот этот. Так, нажимаем, к примеру, на погоду. Настроечка. Заходим в настроечки. И мы настраиваем. Сейчас я это все настрою, дабы не утяжелять видео. И продолжим дальше. Так, ну дисклеты я уже себе настроил. Вот у меня аналоговые часики и погодник. Ну, вот то, что мне в принципе и хотелось как бы. Так, перейдем к другим настроечкам. Так, раз. Что у нас дальше? У нас идут жесты. Ну, жесты, скорее всего, что это больше... Ну, сейчас все-таки зайдем. У меня отключены они. Это больше для тех, у кого сенсорный экран. Ну, или там, я не знаю, что у нас тут есть. Настройки. Заходим. Включить жесты. Пороги активации, сглаживание. Так, есть у нас касание. То есть есть и для тачпада касание двумя пальцами, касание тремя пальцами. Ну ладно, я не буду занимать этот самый время в ролике, потому что, ну, в принципе, я, честно говоря, мне жесты, ну, вот неинтересно. Но они есть, как бы. Я буду показывать то, что для меня интересно. Так, назад. Так, вот ночной свет. Сейчас поставим на паузу. Вот это вот довольно интересно. Ночной свет. Открываем. У меня на моем пикселе 7 у меня на автомате стоит. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Так, надо сейчас на паузу поставлю, выставлю нормально телефон. Так, по идее видно. Ну, лучше поставить... Так, включить, во-первых, вот здесь вот галочка видно вверху. Вот, включить. Так, а что он... Так, включилось. Так, и есть у нас настройка автоматически указать время начала и окончания. Или всегда включено. Ну, всегда включено неинтересно. Мы ставим автоматически. Если у вас будет локация на вашем ноутбуке, то оно от заката до рассвета будет работать. И эта система, она убирает синий цвет. Вот. Чем ниже температура, вот, допустим, цветовая температура, тем более теплее. Вот сюда в сторону желтенького мы ставим, и вечером будет легче смотреть на монитор. Ну вот если у вас геолокация не включена, то вы можете указать время начала и окончания. Вот, к примеру, от 8 до 6. Но я поставлю автоматически. Вот. Идем дальше. Так, идем дальше. Рабочие области. Вот при таких у меня настроечках включить экранную индикацию для рабочих областей. В режиме обзора показывать рабочие места как сетку. И всегда показывать экспо на основном мониторе. Ну, у меня просто один монитор, я не подключаю другие, поэтому вот такие настроечки делаем. И что это дает? Это как на телефоне. Вот здесь у нас есть Ctrl-Alt и кнопочку вниз нажимаем. И вот у нас окна, те, которые у нас открыты, показывают сеточкой. Было бы больше, было бы больше. Ну и мы можем переключаться вот мышечкой. Вот это вот оно нам дает. Нажимаю раз, и то есть тоже довольно-таки удобная штука. Так, дальше. Так, рабочий стол у нас. Так, раз. Отображать значки рабочего стола только на основном мониторе. Так, это вверх. Сейчас мы чуть-чуть наведем. Вот так.
Ну, у нас только один монитор, поэтому отображать значки рабочего стола только на основном мониторе. Выбираем. Так, что мы хотим? Отображать значки с отсутствующих мониторов убираем. Так, смонтированные диски нам не надо. Я думаю, только я себе оставлю только корзину. Вот так. Сейчас мы раз. Вот у меня вверху корзина. В верхнем левом углу маленькая такая, но это мы потом значки будем настраивать. Больше мне в принципе на рабочем столе ничего не нужно. Так, идем дальше. Так, есть у нас расширение. Ну, у меня ничего не стоит. Нажимаем загрузочка. И тут и сильно я заострять на этом внимание не буду, но это расширения, которые позволяют менять поведение там окон и так далее. Вот, к примеру, что у нас тут есть? Эффект, вот, допустим, вязких окон, как на плагине для Compis. Продвинутая какая-то панель переключается между рабочими столами, активизировать обзор окон или режим экспо, используя колесо мыши, двойной щелчок. Ну, допустим, я мышь не использую, не надо. Ну, прозрачные панели, сделайте панели прозрачными, когда нет развернутых окон. Ну, в принципе, есть такая возможность, останавливаться сильно не буду, перезагружать видео. Идем дальше. Мне, допустим, это пока не интересно. Сетевые учетные записи понятно, специальные возможности, но это тоже как в обычной системе. Так, способ у нас ввода. Что у нас здесь? Это у нас здесь для сложных языков. Ну, вдруг кому-то надо там китайский, японский, корейский, вот настройка, вот здесь только IBIS выбираем. И тогда вот там будет написано, что нужно делать, но это не для обычного пользователя. Ладно, дальше идем. Закрываем это. Так, идем дальше. Уведомления. Так, у меня включить уведомления. Ну, у меня, к примеру, еще и KDE Connect работает. Так, удалить после тайм-аута, монитор для отображения в полноэкранном. Можно поставить отображать уведомления в полноэкранном окне. Мне не интересно. Длительность уведомления. Вот, кстати, у меня быстро не уходит. Мне стоит 4 секунды. Я поставлю там хотя бы 7 секунд. И они потом исчезают у меня. Поэтому немножко дольше. Показать экранные клавиши мультимедиа. Пускай стоит. Так, ну, норм. Так, дальше. Экранная заставка. Это у нас часы у нас стоят. Задержка перед запуском заставки 15 минут. Что-то долго. Сделаем 1 минутку. Так, блокировать компьютер при переходе в ждущий режим или спящий. Да. Блокировать компьютер после запуска заставки. Да. Задержка перед блокированием. Блокировать немедленно. Хорошо, есть. Что тут у нас еще настроить? Разрешить отображать часы, конечно. Использовать свой формат даты времени. Пускай как было, так и есть. Шрифт. Сообщение об отсутствии. Так, ладно. Разрешить клавиатурные команды. Не знаю, я думаю, они не нужны, когда она заблокирована. Хотя, пускай будет, ладно. Мне не мешает. Показывать управление медиапроигрывателем, да. Но если он заблокируется, и да. Показать обложку альбома. Показать информационную панель. Разрешить перемещение виджетов часов и альбома. Пускай. Так, ну, в принципе, нормально. Идем дальше. Так, ну в параметрах системы у нас в принципе более-менее все. Перейдем чуть-чуть еще дальше. Так, основное еще что у нас? Меню, так сказать, пуск. Я извиняюсь, конечно, для линуксоидов это не очень звучит, но не важно. Так, мы нажимаем на него
на саму вот эту вот LM, если видно. Так, я сейчас правой кнопочкой. Вот у нас настроечка выскакивает. И здесь у нас, допустим, содержимое. Мне вот рабочий стол мне не интересно. Я убираю. Загрузки тоже не интересно. Другие закладки не интересно. Так, сейчас посмотрим, как это оно снова у нас выглядит. Так, раз. Ну вот, то есть у нас уже здесь меньше. Так, хорошо. Так, дальше продолжим. Настройки еще разочек. Так, открыть редактор меню. Так, вот у нас всего тут сильно много. Допустим, веб. Вот это я убираю. Наука какая-то стандартная. Оставляем образовательные игры. Убираем. Графика оставляем. Интернет, офис. Прочее программирование. Убираем. Мы не программисты. Аудио-видео пускай. Системы специальной возможности нам тоже не нужны. Убираем. Вайн какой-то тоже убираем. Так, что у нас тут дальше идет? Сейчас параметры администрирования. Это пускай. Так, хорошо. Есть. Закрыть. Можем также вот новый элемент добавить, но это уже попозже. Тут самая главная суть, я вам покажу. Так, оформление, допустим, расположение поля снизу. Так, и вот размер значков, вот я хочу чуть-чуть их увеличить. Вот хотя бы 18, размер значков по предложений 35, 36, допустим, размер значков боковой панели. Еще так, чуть-чуть увеличим. Ширина боковой панели 180, пускай будет. Использовать пользовательский значок. Ну, в принципе, так, поведение. Что у нас? Переключать при наведении указателя, включить автопаркур. Тоже норм. Но это уже будет, наверное, лишнее. Так, что у нас еще? Ну, все вроде. Ну-ка, смотрим, как это выглядит. Так, нажимаем. Сейчас буду чуть-чуть ближе. Так. Раз. Ну, вот более-менее оно как бы уже как-то чуть-чуть выглядит. Вот оно все чутенько, быстренько работает. О, отлично. Ну, так, аккуратненько, все нормально. Так, продолжим. Что у нас еще там? Сейчас, секунду. Так, а дальше, вот, как я и говорил, у нас в левом верхнем углу значок корзинки. Мне он не очень нравится. Мы княпаем правой клавишей мышки на рабочий стол, настроить. Размер значка очень маленький. Поставим обычный, вот, или большой. Не, пускай будет все-таки большие. Ну, о, отлично. Мне нравится. Так, раз. Вот, у нас совершенно по-другому уже выглядит рабочий стол. Так, пойдем дальше. Шум. Ну, в принципе, не буду показывать. Вот правая кнопка мыши у меня. Так, клавиатура. Сейчас мы, стоп, настроить. Есть такое. О, управление раскладками клавиатуры. Здесь вот быстрые команды, раскладки. То есть здесь можно много чего. Я думаю, на этом обострять внимание не будем. Так, еще интересно, я хочу в дисклетах у нас, вот, кстати, я его чуть-чуть передвину. Вот так можно закрепить его, неважно в настройках. Но в дисклетах в Cinnamon мне не понравилось отображение процессора, загрузки там и оперативной памяти. Не знаю, они там как-то отдельно сильно много. Мы их сейчас настроим через панели. Сейчас покажу, как это делается. Так, я уже начал добавлять новую панель, чтобы сократить время видео. Это делается вот правой кнопкой по нижней панели и добавить новую панель. У нас с правой стороны вот это вот черная, где наверх курсор, это вот новая панель наша. Так, соответственно, мне надо чуть-чуть переместить дисклет этот. Так, это у нас KDE выскочило. Теперь
вот этот сюда немножко перемещаем и настраиваем эту. Параметры настройки панели. Так. Ширина у нас, в принципе, я думаю, надо чуть-чуть увеличить. Сюда поставлю 44. Так, где-то так пойдет. Ну, тут, в принципе, все. Так, теперь просто мы берем правой кнопочкой, нажимаем на эту панель и добавляем вот аплеты. Раз. Так. Ну вот графический монитор ЦПУ, к примеру. То, что я хотел. Выделяем, нажимаем плюсик, чик. И он, по идее, нам добавился. Так. И где он? Я пока не вижу. Так, я его увидел. Он в самом низу оказался. Вот он. Я мышкой навел. Так, сейчас мы его будем настраивать. Так, ЦПУ. Показываем память. Показываем сеть. Тоже показываем диск. Так, теперь общее. Надо, наверное, как-то его... Так, DuckTeam посередине как-то сделать. А ну-ка. Сейчас мы его вытащим. Вот он. Сюда. Не, он как-то внизу, непонятно. Сейчас на паузу поставлю, разберусь, скажу. В общем, я с горем пополам настроил эту боковую панель. Вот так она выглядит. Разобрался, почему у меня в нижнем углу вот здесь это все было. Просто нужно было потянуть в самый верх, тогда можно было передвинуть. Ну, если честно, отображение аплетов этих меня не очень радует. Там самые простые нормально отображаются, а вот, допустим, загрузка процессора, там такие вещи, они очень мелкие, и ширину этой панели я сильно не могу изменить. В сравнении с Debian 12, там это гораздо шире настраивается. Да, тут есть вот настройки, но настройки вот панели. То есть я сделал вот максимально 60, все, я больше не могу сделать. То есть, ну, скрывать там это все понятно. Иконку максимально вот делаю, там, ну, это уже не помогает. То есть мне надо как-то расширить эту панель, но у меня не получается. То есть нет таких здесь настроек, и я не могу ее, там, допустим, сделать меньше, вот такую, как на Debian, чтобы она мне здесь полностью не мешала. Ну, такое. Ну, есть такая вещь, ну и есть. Ну, в принципе, меня радуют там вот эти вот вещи, которых, допустим, на XFCE окружении нету. Они работают адекватно, красивенько. Ну, как-то так. Пока на этом все, потому что видео и так большое получилось. Если что, в принципе, пишите в комментариях. Будем помогать там отдельно настраивать, если что-то непонятно. Всем спасибо за просмотры. Всем до свидания.